Итак, ваши планы, друзья, хорошие или нет, добрые или нет, сбудутся или нет. Про все про это нам расскажут карты Таро Кошачий Глаз. Просто красивые, просто здесь везде котики. Помните, что есть популярная китайская пословица: тот, кто хочет иметь хорошую жену, должен научиться любить кошек. Пословица может быть и не китайская, а японская, но это не меняет сути. Итак, ваши планы и сбудутся ли они? Я еще раз вас прошу на предстоящий вот со дня просмотра 30 дней, 30-15 дней, примерно вот на этот период, оцените, что вы хотите. Можете сказать это вслух, если вас никто не слышит. Скажите все-таки, чего вы напланировали, чего вы по-настоящему ждете, к чему вы готовы в это время стремиться, тогда гадание будет более приватным, каким-то частным и более близким для вас. Итак, сначала вы сами. Планы, которые касаются вас, вашей внешности, талантов, здоровья и так далее. Ой, есть у вас планы? Да, планы в основном касаются сохранения. У вас четверка пентаклей описывает то, что вы напланировали на этот месяц себе. Четверка пентаклей карта неплохая, но очень-очень статичная. То есть ваши задачи, связанные с собой, больше касаются не перемен, а именно желание что-то сохранить. Сохранить или что-то, ну как бы стяжать, что-то притянуть к себе, чего-то не отпустить, чего-то не лишиться в конце концов. Это не страхи, здесь каких-то пугающих карт нету. И тем не менее, какая-то поддерживающая терапия, может быть, у вас планируется. Может быть, вы похудели до этого и хотите сейчас сохранить вот этот самый вот вес, который с таким трудом маленький вам дался. А может, вы наоборот поправились и тоже хотите, для роли, например, и тоже хотите сохранить этот вес. Четверка пентаклей говорит, что вы в этом месяце учитесь жадности. Вы для себя запланировали жадность. Может быть, экономию. Просто решили пожадничать, меньше тратить на других людей, меньше кому-то помогать, меньше расточать деньги. Может быть, планируете экономить на себе. А еще четверка пентаклей – это план жить дороже. Может быть, дороже иметь вещи, дороже питаться. Карта богатства на самом деле. То есть мы пока про деньги не говорим, но в целом ваш план или выглядеть богаче, или чувствовать себя богаче, здоровее, или, может быть, действительно стать богаче в буквальном смысле. Четверка пентаклей, ну, в общем, она такая достаточно похвальная, если только вы не забираете уже чрезмерно чужое. За это, как известно, Вселенная. Наказывать, да. Возможно, вы планируете в этом месяце окружить себя более дорогими вещами, переехать в какое-то более дорогое жилье, расстелить по полу более дорогие ковры, поменять, не знаю, там свой ежедневный уход на какой-то более дорогой. То есть вот у вас сквозит в этой карте такая респектабельность, какое-то сиборитство, какое-то желание и так очень эгоистично себя побаловать, но и, в общем, заниматься собой. Хотите ли вы себя сильно поменять в какой-то области? Нет, вряд ли. Четверка пентаклей, карта очень стабильная, статичная. Она говорит, что вы сейчас максимально собой довольны и хотите оставаться в том виде, в том положении, в том статусе, какой имеете теперь. Так, например, да, может быть, вы влюблены буквально в собственное отражение в зеркале, тогда у вас задача, пусть все так остается, я так хочу, чтобы лето не кончалось. Да. Все ваши планы, собственно, связанные с собой, да, кстати, здесь мы оцениваем еще и ваши таланты. Вы хотите реализации, вы хотите монетизировать таланты, а может быть внешность свою, какие-то свои данные хотите превращать буквально в деньги. Это может быть, да, сделать из хобби профессию или зарабатывать своим хобби. Может быть, вы хотите просто, чтобы вам каким-то образом кто-то платил за ваши красивые глаза. Не знаю. В общем, таким магнитом для материальных ценностей вы себя делаете или планируете делать. Это очень даже неплохо. Можно сказать, что план похвальный. Получится у вас это?
воплотить, вот это вот воплотить, вот это сохранить, удорожать, вот это получится, да, в себе. Может быть, знаете, более дорогой оттенок волос сделать, как-то вот так вот. Получится, но только с помощью других людей, потому что дальше вам, видите, на воплощение планов выпадает тройка кубков, а тройка кубков, здесь же вот видите, котиков-то трое, да, и это не случайно. Тройка кубков предполагает, во-первых, легкость в исполнении плана, то есть это для вас совет, не нужно слишком стараться, не нужно слишком серьезно к себе подходить, ну, это вообще девиз общий на любую жизнь, не относиться к себе серьезно. И ваши успехи будут очень тесно связаны с людьми, не слишком близкими, иногда покажется, что случайными, но все равно вы будете тем лучше выглядеть и жить, чем лучше вы договоритесь с кем-то, чем более праздничные эмоции как вы будете нести другим людям. Тройка кубков – это еще и возможность познакомиться с самыми необходимыми, самыми подходящими людьми в самом неподходящем месте. Например, в каком-то увеселительном заведении, где вы буквально даже не собирались, не настраивались ни на что серьезно. Ну, тройка кубков, конечно, вам рекомендует к себе и своим планам относиться легко, весело, почаще соглашаться на праздники и побольше внимания уделять людям, замечать людей, даже случайных, может быть, там где-то случайно на какой-то тусовке, на какой-то вообще вечеринке, на которую вы случайно попали, вам встретится тот самый ваш идеальный стилист, который наконец-то сделает вам прическу вашей мечты. И хорошая новость для вас, здесь выпадает колесо фортуны, самая счастливая карта в колоде Таро, описывает она везение, то есть этот месяц или эти 2 недели будут отмечены колоссальным вашим везением вот в реализации себя. Будете хорошо выглядеть, будете хорошо себя чувствовать. Многим колесо фортуны обещает буквально выздоровление от какой-то болезни затяжной или хронической, а может быть, наоборот, острой и коротенькой болезни. То есть судьба вами занимается. Причем занимается как-то вот эта успешность, вот это везение меньше всего будет связано с вашими усилиями. А мы ваших усилий не видим. То есть вы хоть и думаете про себя и действительно планируете себя очень улучшать в это время, но на подвиги вы ни на какие не готовы. Может быть, эти подвиги и не нужны, потому что судьба по-хорошему распорядится. Везение. Это везение, да, и в творческих ваших планах каких-то. Вам много-много раз повезет. Далее работа профессиональная. Посмотрим, какие у вас планы, честолюбивые или скромненькие, на работу и суждено ли им сбыться. Тоже в течение месяца вы уже подумали, вспомнили, да, что вы ждете, что вы все-таки планируете. Обратите внимание, редчайшая комбинация, аж 3 старших аркана подряд в таком маленьком гадании. А это значит, что в ближайший месяц, в ближайшее время именно на работе, в профессии, в бизнесе у вас произойдут основные, хотел сказать, перемены, но нет. Хоть вы и ждете перемены, здесь все-таки карты говорят про другое. Так, ваши планы на работу. Грандиозный, но такое чувство, что вы хотите все сделать как будто бы не своими руками. Видите, колесница вам выпадает. Вы так хотите, чтобы у вас сменилась работа, чтобы вы вот как по волшебству, по взмаху волшебной палочки оказались в другом месте, на другой должности, может быть, даже на другом где-то континенте, в другой компании. Но вы все-таки рассчитываете на судьбу. Хотите, чтобы вас, как девочку Элли, в ее вагончике ураган подхватил и вот так вот переставил. То есть сами ножками ходить по собеседованиям, стараться, кого-то убеждать, рисковать, расстраиваться вы совсем не хотите. Верите в счастливую судьбу, в то, что вот какой-то вихрь может все разметать и закончить для вас уже надоевшие отношения какие-то на работе или в бизнесе, или что-то другое. И поможет, да, начать что-то другое. Естественно, колесница – это такая, знаете, это карта фаталистов на самом деле. Фаталистов. Помните, да, у Лермонтова вот это известное произведение? Фаталист – человек, полагающийся на судьбу, верящий в судьбу, причем абсолютно безоглядно. И вот вы выглядите
в работе, в бизнесе вот таким вот фаталистом. Вы говорите, например, будь что будет, а при этом в глубине себя, естественно, надеетесь, что будет то хо-хо, будет то очень хорошо, отлично. И в то же время колесница – это и дороги в буквальном смысле, то есть вы такое чувство, что готовы и к дальнему переезду, например. Если завтра вашу компанию, ваш любимый офис перенесут хоть в Антарктиду, вы и на это согласны, и тоже, знаете, как карта ляжет, вот как судьба. И в то же время, знаете, вот за картой колесница, за таким вот фатализмом явным люди часто ведь прячут собственные страхи, неуверенность или лень. То есть вы надеетесь на лучшее, вы, конечно, мечтаете оказаться в каком-то идеальном месте, где вы полностью реализуетесь и много зарабатываете, но делать самим вам не мешает, вам это все, к этому стремиться идти, вам мешают вот эти вот качества. Как правило, это страх, страх поражения, какое-то неверие в счастливое будущее. Вам кажется, что то, что выберет за вас судьба на эту тему, будет более правильным, более гармоничным и легче исполниться, чем то, что вы выберете для себя сами. Поэтому я бы даже это планом не назвала. Это скорее мечта, надежда, и вы все отдаете на откуп высшим каким-то силам. Исполнится ли ваш этот план? Подхватит ли вихрь судьбы ваш вагончик? Перенесет ли вас в изумрудный город? Нет, говорит карта влюбленные дальше. Нет, не будет само по себе. Потому что здесь, в карте влюбленный, как раз-таки вы стоите, останавливаетесь резко перед выбором. Выбирать придется вам. Вот буквально выбирать придется вам. Отвечать да или нет, на что-то соглашаться или что-то отвергать. Не получится прокатиться на колесе судьбы, на какой-то небесной колеснице. Карта-то очень хорошая. Единственное, что в таком сочетании они вас очень просят все-таки брать события на работе, вот в области бизнеса, все-таки брать в свои руки. Тот редкий случай, зачем вам надеяться на судьбу, говорят карты сейчас, зачем вам так слепо доверять фатуму, если сейчас вот у вас тот редкий случай, когда вы можете что-то выбирать. Мы и так чаще всего в жизни ничего не выбираем. Нас и так вот эта неведомая безумная колесница все время волокет куда хочет, да? А тут у вас возможность выбрать. Свободный выбор – это выбрать между двумя работами, например, бывшей и новой. Выбрать между двумя какими-то партнерами или напарниками, коллегами. Выбрать направление в бизнесе, выбрать офис, выбрать, там, не знаю, мастерскую, выбрать какого-то клиента, с кем работать, а кому отказать, понимаете? Ну, это редкий случай, этим нужно воспользоваться. И чем вы более ответственно к выбору отнесетесь, правильнее даже так сказать, чем больше вы будете сами выбирать в работе, вот понимаете, сами выбирать, не кто-то скажет, не слушаться кого-то, уж тем более голосов в своей голове, да, а очень осознанно, сознательно, тем успешнее все это будет. И все перемены вы в этот период-то найдете, которые хотите в работе, но только по собственному выбору. И карта умеренной здесь есть еще. Очень добродетельная, хорошая. Видите, какая добрая картиночка на карте здесь есть. Карта умеренность просто успокаивает, гладит и говорит, все будет хорошо. Когда пройдет 30 дней или 15 дней, у кого как, карточные гадания очень сжимают, укорачивают сроки. Поэтому все, что предсказано картами, там, например, на год, исполняется за полгода, а все, что предсказано, мы здесь предсказываем на 30 дней, оно может хоть за 5 проиграться. Но в любом случае, к концу этого условного периода вас ждут покой и отдохновение. Вы как будто бы оказываетесь на работе, идеально, на своем идеальном месте. Вы можете отдохнуть, выдохнуть, вы можете
понять, что это теперь всерьез и надолго. Может ли случиться смена работы с такими картами? Конечно, конечно. Только не случится, а как раз вы ее выберете. И будет она очень-очень даже к лучшему. Следующее, дальше, я хочу спросить про деньги. Какие у вас денежные планы? Купить, продать, заработать, вложить, заплатить или, может быть, наоборот, отказаться от выплаты. Итак, ваши деньги впереди. Сбудутся ли ваши планы? А планов-то у вас и нет никаких. Вот только, видите, я заикнулась, заговорила про страхи. Сказала, что вы полагаетесь на судьбу часто, потому что сами боитесь что-то делать, боитесь ошибаться, не доверяете себе и так далее. В теме деньги, видите, у вас 9 мечей сразу появляется. И она говорит, а у вопрошающего планов на деньги никаких нету, потому что он боится планировать, вы боитесь. А боитесь заработать или боитесь потратить, боитесь потерять или купить не то, что вам нужно. В общем, сейчас у вас состояние в связи с финансами весьма нервное. И это не значит, что у вас денег мало. Это не значит, что вы настоящий какой-то реальный кризис переживаете. Это только значит, что у вас буквально сдают нервы. Ручонки трясутся, ладошки потеют. Потому что, не знаю, может быть, вы потеряли деньги недавно, лишились крупной суммы, может быть, потеряли работу, остались без доходов, без заработков. Но страхи, видите, как вот у этого котика, он прячется куда-то под кровать, потому что боится выходить. Так и вы боитесь выйти с открытым забралом в какой-то нужный сейчас необходимый бой за вот эти свои доходы, за эти будущие деньги. Как угодно боитесь. Может быть, боитесь выйти на новую, но слишком ответственную работу, где много платят, и вы боитесь, что ага, раз будут много платить, то много спросят, а я не справлюсь, да ну ее зачем, мне это ответственность, мне это головная боль. Бояться можно очень по-разному. Может быть, вы боитесь, у вас какой-то выгодный случай предоставился вложить деньги, инвестировать в бизнес какой-то свой и чужой, а вы опять же боитесь все потерять, обмануться и так далее. То есть, по сути, планы денежные отсутствуют у вас сейчас, отсутствуют их, они полностью блокируются страхами. Вот так вот. А на самом деле все сложится очень и очень хорошо. А может быть, знаете, мы всегда слово «страх» произносим с каким-то негативным оттенком, да? Мы говорим, вот, этот трус, этот боится, или я боюсь. То есть мы в себе эти страхи постоянно изживаем. А ведь на самом деле страх – это то, что помогло человечеству выжить. Кто не боялся, те давно вымерли и не оставив потомства. А мы дожили до таких вершин цивилизации. Мы потомки тех, кто боялся именно. Вот так вот. Поэтому, может быть, и да, ну ладно, боитесь, посидите и посидите, потому что с деньгами будет все очень даже хорошо. Деньги, все, что к вам придет в этом месяце с деньгами, превзойдет ваши и страхи, и даже какие-то ожидания. Аж 10 пентаклей вам выпадает, это крупная денежная карта. Премии, прибыли, зарплаты, выигранные деньги в суде. Деньги, причем это коллективные часто, то есть это доходы могут быть от семейного бизнеса, это просто процветание фирмы. 10 пентаклей это еще и наследство, и разные крупные подарки, потому что, знаете, именно 10 пентаклей предскажет вам, например, какой-то большой земельный участок в ближнем Подмосковье, который вам в наследство или подарит кто-то из родственников. Это земля, это дом, это квартира, это недвижимость. Это крупная покупка, 10 пентаклей, в том числе покупка недвижимости. То есть получается так, что вы боитесь купить квартиру, еще бы, а кто не боится, потому что обмануть могут, да, вы потеряете деньги. Но боялись, а потом все равно купили, видите? И все обошлось, и все отлично. Ну, карта силы здесь в итоге говорит о том, что вы, конечно, по итогам, к концу периода окажетесь
явно в прибылях. Явно в прибылях. Сила про многое нам говорит. Вот вас приветствует, видите, какой вот котик. Сила очень про многое нам говорит, но это еще и денежная карта. Она говорит, что в общем, без особых усилий, и даже немножко отстраняясь, и даже немножко побаиваясь, и тише едешь, дальше будешь, это называется, вот такой вот дипломатической какой-то тактикой, немножко отстраненной, немножко хитрой, немножко манипулятивной, но вы придете к очень хорошим денежным результатам. Вот так. Видите, это тот случай, когда обычно говорят, что там награды за смелость, да, судьба раздает, но я думаю, что за трусость она тоже иногда раздает награды, да, потому что судьба, она намного сложнее и мудрее, наверное, чем мы привыкли считать. Вот так вот. Ну и дальше любовь. Ваши планы в любви и насколько они исполнятся, ваши планы в любви. Ого, ого. Да, вы надеетесь, что в любви вам повезет. Представляете? Это карта везения. Вот не смотрите, что здесь такая страшная иллюстрация изображена. На самом деле художник смысл-то правильно вложил. Восьмерка жезлов – это везение. И вот этому котеночку, ну ведь как повезло-то, представьте, да? Тут еще есть, да, еще один. Ну, котятам, да, повезло. Потому что их мама успела вытащить из горящего дома. Восьмерка жезлов – это срочное везение. Вот вы в любви сейчас надеетесь на срочное везение, что вам быстро, несказанно, как никому, наконец-то повезет. Хороший план, но опять же, посмотрите, у нас здесь какое-то тайное сборище фаталистов, что ли. Это знаете, как есть общество анонимных алкоголиков, а у нас общество анонимных фаталистов, вот ей-богу. Потому что и в работе вы говорите, пускай судьба все решает, и на деньги вы ничего не планируете, потому что страшно вам. Но еще и в любви. Тоже сами ничего не хотите делать. Однако почему-то верите, что именно вам должно повезти. Вот не кому-то, не Светке со второго этажа, не вашей двоюродной сестре, не всем вашим девочкам-коллегам на работе, а именно вам. К вам должен прискакать принц на белом коне. Именно вам в этом месяце должен любимый человек сделать предложение. И, в общем, все вот так. Ну, и опять же, я не скажу, что это неоправданная позиция, понимаете? Верить в удачу, значит, доверять высшим силам. Получается, что и высшие силы как бы стараются в грязь лицом не ударить и тоже оправдать ваши какие-то такие надежды. Но восьмерка жезлов все равно говорит, что вы на исключительное везение, исключительную удачу в любви. Если вы рассчитываете, да, если вы одиноки сейчас, то вы надеетесь на вот этот вот самый сказочный сценарий, когда на прекрасном балу вы встретите принца и потом успеете вовремя потерять туфельку, ну и так далее. Дальше вы все знаете, да? Вот. Надейтесь на счастливую встречу. Кстати, те самые счастливые встречи по судьбе, волшебные, которые потом в книжках описывают, случаются именно по восьмерке жезлов. Поэтому сценарий-то вы себе какой-то очень-очень правильно придумали. Одинокие люди надеются, что повезет в любви, будет случиться знакомство. Если вы сейчас имеете любимого человека, состоите в паре, то вы верите, что вашей паре повезет. Вот повезет паре, вам в паре повезет. Повезет, что, например, недруги куда-то денутся. Повезет в том, что соперница исчезнет, растворится в дымке в какой-то вечерней. Повезет в том, что, например, просто внешние обстоятельства соединят вас, вы поедете вместе, окажетесь ближе. В силу обстоятельств просто продолжится какая-то ваша история. Если вы в ссоре, то вы верите, что вам повезет помириться. А восьмерка жезлов – это еще и, знаете, такие стремительные и очень крупные сообщения. Сообщения письменные, устные, это голубиная почта, все что угодно. То есть вы надеетесь, как великого счастья, ждете письма или звонка какого-то. Вот. Ну и дождетесь ли вы этого везения? Да, говорит шестерка кубков. Ну, конечно, да. Подарочная карта, открыточная. Видите, шестерка кубков вам выпадает. Говорит, что
она, что свидание, если вы в этом видите везение для себя, состоится. Карта говорит, что любящие сердца друг друга найдут, встреча состоится, сбудется. Вообще шестерка кубков — это же встреча, это свидание. Да, оно иногда бывает не слишком романтическое, вот по этой карте. Оно бывает, ну, немножко родственно, дружеское. Ну и пусть, с чего-то же вам надо начинать. И шестерка кубков как будто бы настраивает вас на очень-очень нежный, добрый и такой наивный лад. Поэтому вот ваша любовная история продолжаться будет за счет доброты, взаимопонимания, взаимной помощи. И даже новое знакомство, новые любовные отношения, новые любовные истории начнутся именно с этого, с какого-то, с какой-то библейской, общечеловеческой, общегражданской любви. Иногда, да, шестерка кубков — это карта пограничная, граница между дружбой и любовью. Тот нежный момент, трогательный, когда романтика уже зарождается в сердцах, но дружба еще как бы превалирует. И шестерка кубков вам может обещать роман с каким-то человеком, которого вы до этого привычно считали просто другом, приятелем. Это может быть ваш какой-то коллега, сосед, не знаю, там троюродный брат бывшей подруги и так далее. А еще шестерка кубков — это великая карта возвращения и примирения. Она говорит, что повезет помириться с бывшим, повезет восстановить любовную историю, повезет снова оказаться вместе с каким-то человеком, встреча, свидание. Поэтому ваши планы, энергетика, ваши планы исполнит судьба, да. То есть уважит, это правильно сказать, да, уважит судьба. Немножко энергетика у карт разная, потому что здесь больше страсти и больше спонтанности. Здесь больше доброты и покоя. Но все равно вы будете довольны. Я не думаю, что это вас как-то очень сильно разочарует. Тем более, что потом, может быть, к концу периода. Вот видите, дьявол все-таки выпадает, да, здесь дьявол выпадает, как это какой-то искушающий момент. Карта дьявол, ну, с одной стороны, дает отсылку к страсти, она говорит, что отношения начнутся и продолжатся, да, как дружеские, но либо страсть быстренько вспыхнет, либо она просто где-то рядом, ну, знаете, дьявол в деталях прыгает, стоит всегда где-то за правым плечом, да, за левым ангел стоит, за правым дьявол. И поэтому страсть никуда не девается. Вообще интересную историю карты вам описывают. Планы ваши действительно сбудутся, все мечта, да, можно сказать, сбудется. И ну вот так вот необычно. Это как будто бы вот это по шестерке кубков рядом с дьяволом, это как будто бы свидание между двумя людьми, которые невинно беседуют, катаются в парке аттракционов, едят сладкую вату и вообще ведут себя абсолютно как друзья. Не краснеют там удушливой волной, да, вот. Но страсть копится, она где-то есть, и она... Ее тоже нужно заметить и не растерять, ее не нужно игнорировать. Ну как можно вот такого жирного котика проигнорировать здесь? Иногда, правда, дьявол, конечно, в любовных вопросах предупреждает об опасной любовной аддикции. Карта говорит, что вы можете очень притянуться, привязаться, да, войти в зависимость от этого человека. Это тогда карта получается как предупреждение. Как вот у этого котика зависимость от корма. Зависимость. У него пищевая зависимость. Но зависимость от других людей бывает иногда и сильнее. И пищевой, и алкогольный, и какой хочешь. Поэтому ну, такой выразительный роман. Явно здесь любовный есть сценарий. Явно вы не будете одиноки и не заскучаете. Однако вот... Что со страстью?
то ли она действительно прячется, или вы вынуждены ее так сильно прятать, даже для себя в своем сердце куда-то глубоко закапывать. Вот. Либо эта страсть просто у вас родится и возникает такой силы, что вы действительно боитесь ее признать, или уж тем более показать, как это, наружу показать партнеру, да? Вот. И эта карта дьявола еще может описывать ваши попытки волевыми усилиями с этой страстью справляться, да, то есть с любовью справлюсь я одна. Вот что-то такое. Это может быть даже необходимость скрывать чувства свои от любимого человека или от глаз третьих лиц, от себя, может быть. Но в целом, да, я повторяю, что ваш план любовный Вселенная готова исполнить и оправдать. Главное, почетче его загадайте. Вы знаете, что ангелы, наши хранители, с удовольствием все наши желания исполняют, но только когда четко понимают, чего мы хотим. Если вы четко формулируете, например, план в любви с именем, фамилией, с другими какими-то параметрами, если это новый человек какой-то планируется, тогда намного легче. Все к вам придет. Чудесный, везучий месяц вас ждет. Спасибо.